Доброе утро, друзья. Ну и как утро, уже часов, наверное, 11. В общем, кроем рубероид этот. Ну, не стали по кровле, ну, вдоль, получается. Знаю, многие там сейчас скажут, надо было вдоль там. Ну, не стали, потому что у нас обрешетка плотно друг к другу. Как бы, я думаю, что можно и так. Реечки надо, конечно. Но мы вот пока на кровельные гвоздики вот прибили. Потом на циркулярке привезем реечки. Можно было пилой распустить, но все равно ровно не получится. Спешки-то зачем, никакой нет. Реечки привезем, потом прихватим все, приколотим, пока так постоит. Ну и доски эти вот корявенькие, какие у нас там были. Выбирать нет из чего там особо. Самые такие убитые нашли, шлифанули там как смогли. И все, еще вот сейчас вторая, там равняем. Ну и какой-нибудь там у нас вон рога какие-то валяются уже года 3, наверное, зубриные. От такого от небольшого бычка. И там приколотим. Нормально будет. Пойдет. Я думаю, пойдет. Все, пойдет. Минус палец. Это волшебная сила кинематографа. Камера выключена, все нормально забивается. Камера включена, все. Начинается. Так, конек у нас вот остатки андулина. Что, сможешь отрезать, Андрей? Распускаем так. Лучше будет, чем рубероид этот. Саня тут клумбу замутил. Это мелиса или что это? Мята лесная. Вот. Таскает. Таскает камни. Наверное, побелим мы их, да? Камушки. По ситуации. По настроению. Друзья, хотел поблагодарить всех, кто оказал помощь, содействие в этой поездке.
Помощь была такая существенная. Огромное спасибо. Пополнили запасы продуктов, наверное, месяца на полтора. ГСМ, стройматериалы, всякие расходники, там, на болгарку эти шкурки всякие, там саморезы, гвозди, рубероид, там, блин, спасибо, друзья, большое. И вообще спасибо огромное за вашу мотивацию. Вы, может быть, мало себе отдаете отчет, что именно ваши слова мотивируют нас что-то строить гораздо более качественно, красиво, как мы считаем, практично. Ни для кого не секрет, что вот эти строения, которые, если бы не было канала, далеки от людских глаз, они были бы достаточно простыми. Здесь не было бы каких-то там беседок, украшений, там, всяких светильников, там. Просто этого бы не было. Было бы все так, как было на прошлом зимовье, вот где Володька жил. Все практично, там какой-то навесик, все с досок, быстро сколочено на скорую руку. Свою функцию выполняет. А больше и зачем? Перед кем выпендриваться? А подобное строительство это можно заметить где-то в городах, в деревнях, в поселках, на своей земле, где хороший добротный хозяин пытается сделать красиво, произвести впечатление, во-первых, на свою семью, может быть, на гостей, на соседа похвастаться, знаете, там, что у него вот так сделано все красиво, чтобы жена, дети видели, какой хозяин в семье. А здесь-то это, для чего? Смысл. Это все благодаря вам. Было бы все очень-очень просто и скромно. А так стараемся. Причем не имея большого опыта, да, вот та изба большая, это наша первая изба, которую мы строили с Иваном своими руками. Мы понятия не имели, что такое плотницкая черта, что такое продольный паз. Как ложится, так ложится. Как запилили чашку, так кладем. Чуть-чуть, если зазор, еще пропилим. Там такие щели у нас там были, да. Запенивали все. Затем эту избу строили уже с самодельной плотницкой чертой. Уже получше, поплотнее. Потом баньку. Все благодаря вам. Ничего бы этого не было. Я вам прям ручаюсь. Еще раз спасибо вам. Многие комментарии читаю. Есть очень грамотные советы. Такие прям дельные. Видно, что человек, который это написал, прожил такую достаточно интересную и насыщенную жизнь. Такой житейский опыт имеет. Как говорится, мать дает жизнь, а годы опыт. Вот. Еще раз спасибо всем добрым людям, которые переживают и желают добра. Гришка с Дерсу снова поехали попытать счастье на рыбалке, на очередной ключ, где они считают, что зашла рыба. Андрюха не поймет, почему я хожу с какой-то палкой и разговариваю с ней. Вот. Заедут на поле. Гришка нашел там папоротник съедобный, который мы как-то давно искали, не могли найти, а он под самым носом оказался. Вчера они тоже ездили на одну речку небольшую. Я вчера весь день провалялся с температурой, с высокой, вообще не мог не встать, ничего, тело ломило, озноб, там лихорадка какая-то, весь мокрый. Вот. Наверное, скорее всего, в бане, когда парился, выходил на улицу, тут остывал, и, скорее всего, может, так как-то продуло. Но сейчас есть температура, невысокая. Вот. В общем, может быть, сегодня они найдут рыбку. Не, зацепилась. Что вообще клевать не хочет.
Вообще ни разу даже не клюнуло. Ну чё, Жек? Чё? Тишина? Да, одного. Ну, Маленький. а такой, средний. Там сейчас марь начнется. Может, по маре будет. Что-то клевать. Юрий сейчас с тобой поедет до Михайловки. А я здесь спущусь до Михайловки. Там встретимся. На Михайловке. Забрал? Да, я забрал свое. Блин, они уехали. Тапочки забыл им закинуть. В коробушку закину их. И чё, и куда рыбу-то? Ладно, в чем придумаем сейчас. Ну, я их к поясу пристегнул, их тапочки. Думаю, далеко не уплывут. Ох ты, сорвался, блин. Сразу кинул, сразу сорвался. Вот он. Жеку. Ну-ка, Жек, покажи, что у тебя там. Чё? Открой коробуху. Да ничего я там не поймал, только начал, и клик пришел. Рошенький такой. Такого мы отпустим. Ну, мелочь долбит.
Вот мошка долбит. В уши, в глаза и в рот там все залетает. Вот эта ямочка. Тут прям кинешь как. Сжирают аж. Надо перебраться сейчас. И ни хрена не хочет клевать. Сейчас выходить будем. Что там поймал-то? Одиночек. И у меня. Жек! Ладно, все, мы выходим. Мошка сожрала. Жека к нам под канал. Все, пришли. Фух, переоделись. Поехали домой. Делись. Че, чуть-чуть? Так, вот тут не надо шлифовать, мы вот это все срежем. Все, вот это. Она вот по вот этот срез будет короче. Вот эти надо шлифануть. Чуть-чуть плесенью взяла. Так, ну все у нас. Стол готов, зашлифован со всех сторон. Сейчас покрою маслом и все.
такой плов прям получился, знаете, как с детства. Тут нет каких-то заморских приправ, там всяких, зиры, карри. Варил он без тузлука. Ну, получился очень вкусный. Вот как в детстве мама делала. Рассыпчатый, все, блин, офигенный, вкусный. Мясо только не свежее. Ну, в смысле, оно соленое, только вымоченное несколько дней включая. А так все прекрасно. Очень вкусный плов. Жека офигенно готовит. Прям, вот если его не тормошить, не мешать, спокойно он очень хорошо готовит. Такой мужик хозяйственный. Банка закончилась. Масла. Ну, тут немного было. Где-то 1/4. Ну и цвет мне, если честно, не нравится. Вот этот желтый какой-то. Нужно потемнее. Дерево такое само по себе старое. Долго лежало в лесу. Короеды грызли. Под солнцем. В общем, надо более что-то темное, чтобы дефекты поспрятать. Будем покрывать. Вот у нас такая пропитка есть декоративная. Состав почитал, там и воск, и все остальное. Вот, ну, цвет, вот как, допустим, вот избу покрывали. Будет оно, наверное, лучше смотреться. Я вот тут вот попробовал натереть. Она уже не жидкая. Такой вид. Я бы сказал, какой. Вот так тряпкой берешь, натираешь, вроде ничего. Уже высохло. Так что будем ей покрывать. Будет лучше. Ну и столбы в беседке. Вот это вот все зашлифуется. Вот это и покроется все вместе. Будет красивее смотреться. Ну и все будут строения как бы такого цвета. Я думаю, так лучше. Рыбачки вернулись. Ну и чё, рыбу нашли? Нашли чуть-чуть. Вот чё в этом ключе больше? Чё больше в этом ключе? По дичину ходили. Еще бы камеру, да, с собой взять, показать Вот. рыбалку. Ну, как вчера у Григория Ивановича, что тоже нормально. Сантила по своему собственному рецепту, привезенному издалека, будет делать хворост. Вон вышел. Сейчас покормит нас. Там нарвал Кого? хвороста. Все. А, не. Что я хвалю? Так, 250 грамм муки, значит, у нас. 2 яйца. Неполную чайную ложку соли. Сахар. Сахар. 2 столовые ложки. И 2 столовые ложки водки. Водочки. Так, добавили 2 ложки водки. Сахар. И все это надо сейчас замешивать. Все, я потом включу, как процесс этот закончится. Вот так. Хватит? Да. Да и того бы уже хватило. Которая находится на острове Северной. Попасть туда можно либо на автомобиле и пароме, либо на катере. Это и быстрее, и больше. Сколько времени идти до базы Арной Брюгге? Что-то у меня он не складывается. Да нормально все. Погоде полчаса. А чему удивляться, ведь катер Джона оснащен 2 моторами мощностью 370 лошадиных сил. И благодаря этому развивает скорость до 38 узлов. Он считается катером номер 1 для северных морей. Из-за своей мощности, мореходности, безопасности и, конечно, комфорта. Мне так страшно сломать эту леску и удочку, что я
Копатик, ты смотри, что он делает. Опа, пошел, куда пошел? Хорошо. Жалко. Хотел снять, как фотоаппарат, просто взять кадр сфотографировал. Там просто звук стоит, ну, что включен, тут выключен звук. Ну да, все. У нас последний замес. Нужно сахарной пудры. У нас вот есть ручная кофемолка. Григорий Иванович решил продемонстрировать лайфхак, как не нужно крутить руками. Была ручная кофемолка, а стала шуруповертная, получается. И что думаешь, все уже? Я еще пару раз. Несколько раз надо. А, сейчас пересыпать надо. Это ты сам до этого допетрил или Иван Иванович метод? Да я что-то не помню. Где она водится. Это недалеко отсюда, буквально в 5 минутах. Будем ловить мафиор. Ну тут песок, короче, сахарный и пудра получилась. Ну вот, мы прибыли на место, где походу водится зубатка. Такая система, груз огромный, чтобы наша вся система... Короче, пошла. сахаром посыпали. И вот это же скобря, филе сняли, 20 Не, ну мелко так, ну он не такой, как это, как обычный сахар. через метр, вторая. Сейчас бы вот еще второй таз такой, да, сверху раз и тряхануть это все хозяйство. Да, но он занят медом. Надеемся, что морской дьявол его возьмет. Ну, мы готовы к чаепитию. Неплохой хворост. Слышно, да, что он такой сухой, прям как веточки. И заваренный чай у нас. Ну, что у вас там турнир не заканчивается? Чай-то будете пить? Да, да. Да. Блин, офигенный творог. Ой, творог. Хворост. Творог. Надо рецептик, однако, в Сане переписать. Костя, мы сейчас все съедим. Сейчас Костя что-нибудь скажет. Это же игра. Она же может немножко это подождать. Да. А я нет. Не самый пик. Развязка. Ну, Гришу выиграли. Выиграли? Да. Во что? В нарды. Это просто, да, это просто великолепное событие. Как же ты мог промолчать-то? Никак. Так, с утра мы тут, друзья, пытались подсоединить электроизгородь. Но что-то у нас не получилось. Питание на него идет. Вольтметр показывает 12,3-12,4 вольта. Там есть тестовая такая штуковина. Цепляешь питание на изгородь и заземление. Между ними должна быть искра. Искры не последовало. Завели генератор, подсоединили от 220 вольт. То же самое. В общем, что-то мы, может быть, не так сделали. Ну, пока, значит, мы что придумали?
на изгородь с той стороны у нас есть 3 такие таблички. Внимание, высокое напряжение, опасность. Вот мы в местах подхода медведя будем вывешивать вот эти вот таблички. Он подойдет, посмотрит. Высокое напряжение. Первые там 2 недели, 2-3 недели это будет работать. Он будет верить, то есть подошел, прочитал, ага. Ну, потом, когда будет пахнуть сильно медом, уже будет немножко лапкой проверять. Вот. Так что 3 недели пока живем. Нам производитель скажет, может быть, в чем причина, что мы могли сделать не так. Ну, все по инструкции этот раз сделали. Так. Такая будет скатерть у нас тут. Хорошая. Дешевая. И на ней будет стоять губзакаточная машинка. Саня, короче, с утра доделал. Как это называется? Нессер. Нессер? Да. Короче, косметичка. Сумочка, да, маленькая. Ну вот кто Ручная. ездит там в командировке там или еще куда-то там, что там, мыльно-рыльное можно туда помещать. Можно повесить, если надо. Да туда много что может Ну, поместиться. конечно. Вообще без проблем. А, и ремень офигенный вот этот. Так, он чем от того отличается ремня? Это классический ремень. Его, то есть, можно отрегулировать. Отреб- Поменьше сделать там на ребенка, если надо. И так далее. Так у него вот максимальная длина 130 в Ты обхвате. имеешь в виду отрегулировать вот тут, открутить Да, открутить, отрезать, отверстие пробить. И... Мгм. Ну как у нас пробить? Обычно там люди отверткой ковыряют. И этот под паспорт, да? Да, 2 обложечки на паспорт. Мягенькие такие. Ну, сейчас мягенькие, такие темненькие. Вот чем больше носишь, тем она интереснее становится. Но этот ремень, он другой, да, цены как бы? Ну, Да. как бы он Это вообще, ценовой категории. Сколько он стоит, такой ремень? ну, где-то от 4. От 4 рублей. Да. Ну, если кто хочет заплатить больше, ради бога. А вот это? Ну, это также где-то от 4 до 6 тысяч, вот я не знаю. Ну, давай за 4, если есть у кого желание заплатить больше. Ради бога, мы деньги примем, пустим в дело. А обложки? Обложки по 1,5. Ну, так, фиксированная цена. И вот ее, когда носишь, если там где-то там углы будут мяться, вот она будет вот такая становиться. Ну и можно это затереть, да, рукой? Можно затереть, а так вообще не имеет смысла затирать, он просто от того, что... А ты вот эти постоянно ездишь. паспорт, то что это Есть для паспорта, четко влезает. А, Нет, ну типа, чтобы название или это выдавливают этим, клише этим. Да, это клише на паспорт. Так, ну все, друзья, кому-то если нужно. Ну, ремень такой шикарный. Да, как раз это к 1 сентябрю для хороших оценок. Для хороших послушных детей, которых сейчас днем с огнем не сыщешь. Так, все это увожу, так что можете обращаться, будет у нас продажа. Все, друзья. Так, мы поехали домой, взял свои рыбацкие снасти все. Вроде как наклевывается там рыбалка, не знаю, все в силе, нет, ну вроде как обещали, что поедем. Как крем называется, помнишь? У меня бумажка с собой. Точно она у тебя с собой? Так, Саня у нас 2 числа попросил, чтобы мы его вывезли, нам надо приехать его забрать. Ну, как бы он хочет с мамой повидаться, мама прилетает в Биробиджан, и он хочет повидаться. Сань, ты привет еще хотел передать там кому-то? Да, хотел. Там надо подмигивать тебе, если ты в плену. А, да. Надо в очках, чтобы ты привет передавал. Маме, конечно, надо привет передать. Любимый. Верните паспорт человеку. Паспорт с собой. Мама, чтобы не переживала, все у меня хорошо. Медведи не кусаются. Не близко. Тигров уже давно нету. Близко не подходят. Все прекрасно. 2 июля. Кормят тебя встретимся. нормально, все. Кормят вообще отлично. На убой нет. Тут нет ограничений, можно.
Ну, в общем, что добыл, то и ешь, Ну да? да, вот пошел травы Что, нащипал. что поймал, то и Вчера кушаем. крапиву ел. Сегодня думаю Сейчас по ты мясу, понарассказывай. по червям. Червячков накопать. И Ольге Вячеславне, и Наталье Валерьевне хочу передать привет. Команда. Команда. Что за команда? Там вы что, спортсмены или что? Секрет. Секрет. Ладно. Ну что, Викторович, давай, команда наша. Команда ваша, наша. Чуть с тобой по привычке не попрощался. Давай, Дурсу там типа. Мы погнали. Да, погнали, не Деньги будут ждите, не заходить, встретимся. Давайте, пишите. Ну, да и вы тоже там что-нибудь, пару строк, нет. Рыба там начнет клевать, там что-нибудь еще. Ладно, давайте, мужики. Сколько у вас там алкоголя осталось? Ну не знаю, сколько там это качает, или что там качает. Ну там литр по-любому был. Килограмм, А? почти килограмм. Ну давайте, хорошего вечера. Мне сегодня надо панить. А, Еще 5 озер есть. 5 озер нет. На всякий случай. это на хворост же. Хворов, пойдет. Короче, там еще литр самогона. У нас особо он не был востребован в этой поездке. Так что тут веселье продолжается. Ну что, пока. Сейчас останавливались с дороги. Стремянки опять прослабли. Но они до этого были прослабжены. И это. Проехали же, когда Гришка тянул с трубой. Проехали, мост на место встал. И оказалось, что нужно было опять тянуть. Что, опять прослабли? Центровик вроде не. Думаешь, резьба кончилась? Центровик на месте. Ну, надо будет пару раз еще останавливаться по-любому. Протягивать. В прошлый раз здесь Костя ленка поймал большого. Ну как для наших речек большой. Отпустили, а потом ребята, когда ехали на рыбалку на 3 квадроциклах, ну сказали, что здесь поймали такого ленка. Ну, наверное, того же. И одного поменьше. Мы с ними передавали масло растительное мужикам и табак. Они там забрали, пришли на мосту. Ну, паута он сожрал кто-то, которого я кидал. Но ладно, поедем. Некогда нам рыбалками тут заниматься. Так, кинули пару раз. Надо ехать. Отключаем передок. Больше не понадобится. Пролетели везде. Шагали так нормально. Скорость высокая. Гришка в трассу вкатился в нашу таежную. Все хорошо. Как у мотокроссчиков есть такое выражение. Раздуть мотоцикл. Вот он этого дрифт раздул. Ванька там еще какие-то инновации произвел там с раздаткой. Ну, модернизировал ее, так сказать. Убрал этот фиксатор, который не дает пониженной работать без передка. То есть сейчас у нас пониженная работает без передка. То есть передок можно не включать, включать пониженную и ехать на заднем мосту. Тем самым разгружая передок, он у нас не подтормаживает. Ну, то есть спокойно крутятся колеса. Машине легче ехать. Вот. Ну, кто понял, тот понял. Так, сумбурно как-то объяснил. Так, ну у нас что-то дрифт пригорюнился. Что-то тут хрусь. Тут бряк. Сейчас будем снимать колесо. Вот тут вот у нас она захрустела. Вот запчасти. Ага, от крестовины
крестовина держится. Сейчас разберем, задомкратим. Мухота нам тут дает. Ну ладно, сейчас выключу. Ну да. Но если шоховская, то вон у нас шоховская крестовина, вот она. Со стороны раздатки здесь-то, ну этого, от грузоля, а здесь шоховская. Передок выключили, все он, ну, сейчас так попробуем. Куда не катится? Не, надо сейчас подсунуть что-то, подожди. А почему это переделка или что, или так она устроена? Это получается полуось, так крепится. Это странная конструкция какая-то. Такое первый раз вижу. Поворотный кулак получается. Так сделано. Ну нормально тогда, что? Когда ту откручиваем, да? Так, поменял батарейку. В общем, у нас какие тут происшествия. Разбила, скорее всего, ступичный подшипник, потом от него разбила крестовину. Крестовина тут можно снять вон с раздатки. Мы все равно передок отключили. А ступичного подшипника нет у нас. Дело в том, что не было даже скрипов-то никаких. Вот это вот заскрипело вот здесь буквально. Вот так-то. Тут какой-то поворотный механизм получается. Кулак поворотный. Вот он так вот реализован за счет крестовины от 66-й. Ну вот это как бы последствия больших колес. Тяжелых. Ступичного нет у нас подшипника, к сожалению, с собой. Подчапаем домой. Так, перспективы у нас такие, блин, нерадужные. Кому-то надо идти до связи, тут километров, наверное, 15. Вот. Кому-то тут оставаться, барахло сторожить там. Ну и вообще, как бы, машину без присмотра. А чё вы, ну возьмите мой еще телефон, может кому не дозвонитесь там. Ну вы там переговариваетесь, хоть идите. Ты чё, в тапочках пошел? Ну, оба в тапочках. Ага. Я понял. Сейчас пятнашку в тапочках. Блин, ну такая, да. Нету, нету ступичных подшипников. Блин, конечно, неприятная ситуация. Знаю, сейчас многие ругаются там, глядя на это безобразие, что поехали. Блин, если бы вы знали, как нам повезло, что это здесь произошло. Что до связи там пятнашка всего осталось, а не 70 и 80. Ну, все равно тоже не совсем приятно. Так, но я думаю, их минимум часов 6 не будет, если не больше. Скорее всего, больше. Мне надо что? Ни котелка, ничего нету, ё-моё. Вот попали, блин. Это расслабон все. Раз съездили без проблем на грузоле, долетели махом. Все, в прошлый раз у нас и покушать было там на 3 дня. Котелочек. Сейчас все. Ну, урок будет теперь. Хотя который он в жизни уже у нас этот урок. Не первый и не второй. Все равно дураков ничего не учит. Ладно.
Мелкая речушка. Ручеек. Негде даже покидать. Не, в болотниках можно было найти какое-нибудь место, наверное. Ну, что-то я тут не буду шариться. В дверцах. Живем. Термос чая есть. Самый вкусный чай в таких моментах. Такой прям не сладкий. Есть конфеты, но это от зайчика дочим. Их надо по-любому привезти. Так что без глюкозы. Гришка один опасался идти на этом участке. Почему-то больше всего медведей видим, когда едем. Ну, вот в прошлый раз ехали с Иванычем, видели медведя. Это. И ребята ехали тоже вот на этом отрезке, медведя видели. Не знаю, что-то их привлекает. Может, лягушек больше на дорогах. Может, еще что-то. Вот этот закон об оружии, да, и закон об охоте, которые противоречат друг другу. Вроде бы и оружие есть зарегистрированное, можно брать с собой, ну, не с целью охоты, а с целью хотя бы... Ну да, есть там оружие для самообороны, но это как... То есть ты имеешь оружие для охоты и такое же оружие для самообороны, допустим, гладкоствольное. Как-то все это по-дурацки. Ну вот, случилась, да, ситуация. Человек сломался в тайге. Нужно идти до связи, нет связи. А тут звери дикие, вот, допустим, гон у медведя. Он дурной. Так-то ты ему нафиг не нужен. А вот в это время, допустим, он дурной. И что теперь? Погибать человеку. То есть у тебя нет лицензии, ты не имеешь права находиться в охотугодиях с оружием. Но ты не едешь туда охотиться, а просто вот для вот такой вот именно ситуации. Дороги отвратительные, всякое бывает. И вот на свой страх и риск люди идут пешком. Кто там котелки берет, гремит, кто ключами всякими этими рожковыми там идет, гремит. И ничего не поделаешь. Че я исполняю там, хожу, рыбачу что-то. У нас целый куботень рыбы в кузове. О, помните харюзу со следой от остроги, которого я поймал. Сейчас я его и запеку тут. А то давно-давно как-то канал попался какой-то. Ну и смотрю, там типы такие что-то ходят по избушкам. Тут раз он что-то крючок нашел. Вот, жрать нечего. Надо завтра на рыбалку идти срочно. Там с какой-то этой, как ее, с нитки намотали типа мормышку. И все, и давай они исполнять. Закидываю, типа поймали, рыба вообще даже не колышется. То есть он сам там рукой шевелит. Типа поймал, все, они едят, все, сегодня день выживем. Думаю, ё-моё, мамкины выживальщики. Я думал, мне одному показалось. Смотрю в комментариях, там ему пишут: вы что нас за дураков вообще держите? Дохлую рыбу вытащили, вы бы ее хотя бы разморозили. Я что-то вспомнил, сейчас думаю, я ходил, рыбачил. Сейчас бы такой харю за своего этого, которого поймал. Такой нацепил. Вот он, тяну его с брюхом распоротым. Ай, блин. Кино и немцы, блин. Да не, так не канает. Сколько мне тут еще самому себя веселить? Чтобы не подкрадывались. А так-то по следу видно, смотрите, да?
колесо уже давно кренилось. Вот она такая полоска. Но она чуть-чуть где-то подхрустывала, где-то метров, наверное, 100 отсюда. Я говорю, да может камень какой попал. Сейчас перемолит. Перемолола. Стоим тут дальше, камень домалуем. Это уже второй. Первый я заточил с удовольствием. Даже камеру не стал включать. Вкусный был. Они еще немножко подсолены, чтобы не пропадали. И прям очень вкусно получается. Ну и гадость ваша. Заливная рыба. Блин, офигенный. Такой даже подкопченый немножко. Опа! Десертик у нас тут сейчас будет. Все, это пусть как сухарики доготовится. Я хариуса не боюсь кушать, если он там чуть-чуть не белое мясо, там с красна. Рыба чистая. «12 минут 10-го. Это 4-й час пошел, как пацанов нету. Ну, я говорю, вот где-то часов 5 навскидку им туда-сюда. Я где-то так примерно. Вот. Ну, я не думаю, что они найдут запчасти в это время. Потому как магазин закрыт. И ни у кого у нас, у знакомых, таких мостов нет. Вот, я тут все гнилушки пособирал, все, что было. Но мне надо не сильно так жара, чтобы, главное, они дымили хорошо. Кровососы эти, чтобы сваливали. Приготовил тут для дымокура. Ну, если там вдруг найдут, чтобы можно было по чуть-чуть подкидывать, чтобы они чтобы костер дымил. Потому как гайки крутить будет невозможно. Ветер крутит то туда, то сюда. Вот. Ну что, ждем. Да, скорее всего, приедут. Да, поедем обратно, а завтра уже ремонт здесь. Потому как, ну, говорю, смысла тут нет кого-то ждать. Ну, запчастей не будет. И у Ваньки-то запчастей нету не потому, что он там безответственный, там с Гришкой, а ну, по другой причине. Просто их нету, и все. И все. Нет, дождь пошел. О, техпомощь, ё-моё.
Я тут замучился от медведей отбиваться. Ходят тут, хрустят. И чё, техпомощь? Ну, Иван, что, на работе? да. Что, нашли запчасти? Нет, ну это. Чё? Туда будем Кого грузить? вещи, запчасти. Ты что, пьяный, что ли? Нет. Короче, ремонтироваться не будем, да? Нет, сегодня нет. Понятно. Как бы дождь начинается, но все равно костер надо залить. Сейчас еще бутылку. Ладно, короче, поедем мы. Ремонт потом уже.